Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале «Просто о сложном». Мы продолжаем свой цикл и выпуск про ножи компании Civivi. Как вы видите, у меня на столе сразу же появилась такая волшебная белая коробочка, в которой находится нож Civivi, о котором будет сегодня речь. Неоднозначный нож, я вам честно скажу, но я хотел его купить, потому что он, будем так говорить, нож, который больше всего почему-то наделал хайпа, шума или чему-то в ножевой индустрии, который неоднозначный такой, и мне он тоже так посередине, вроде бы так нравится, но вроде бы какие-то у меня подозрения к нему. Итак, давайте начнем. Перед тем, как начинать, поставьте, пожалуйста, этому каналу лайк, подписывайтесь, видео поставьте лайк, простите, и мы начинаем. Речь пойдет про нож Civivi Vision FG. Вот он в такой коробочке находится, как всегда у них. Давайте достанем. Ничего там особенного. И как всегда я вам скажу, что не просто показываю нож, который мне кто-то там где-то что-то прислал, а нож был куплен мной, был куплен на Амазоне и заплатил свои кровные деньги и какое-то время использовал для того, чтобы точно знать, о чем говорить. Приходит, как всегда, в своем фирменном черном чехле. Открываем его. В середине, как всегда, находится макулатура, наклеечка с ножом, какой-то бэджик. Чехол ничего особенного, все то же самое, как и всегда. Теперь сам нож. Нож очень неоднозначный и иногда, мне кажется, немножко переоцененный, но в то же самое время он неплохой. Давайте пройдемся по его характеристикам. Начнем с того, что у него, видимо, он, наверное, такой популярный неоднозначный, потому что у него система запора, замок суперлок. Смотрите, сейчас я его открою. Вот. И нож сделан в сотрудничестве вместе с дизайнером Снеком. И вот он так вот запирается, видите. То есть нажимаю, он идет вниз. Конечно, движение у него обалденное. Сейчас еще раз я его открыл, он открывается таким щелчком. Как всегда, я прицепил на новый нож, я люблю такой, как бы, темлячок с индейцем таким. И его краткие характеристики. Общая длина 201 мм, длина клинка 89,9, толщина обуха 3 мм, вес 115 грамм. И осевой узел, керамические широкоподшипники. И, естественно, тут я ничего не могу сказать. Еще раз, вы слышали, да? То есть, он просто обалденный. В этом отношении он очень хорош. Но теперь потом я вам расскажу, почему он, поближе его покажу. Видите, когда он открывается, у него прозрачная, то есть, вот такие вот у меня накладка такая полупрозрачная, интересная, акриловая. И дырочки насквозь. Конечно, выглядит он в этом отношении неплохо. Теперь, скажем, этот механизм запорный, даже тут есть дырочка, давайте покажу поближе. Вот, дырочка. В дырочке видно, как этот механизм работает. То есть он запирает достаточно надежно. Во всяком случае, этот механизм по запору для меня лучше, чем баттон-лок. Но на вкус и цвет фломастеры у всех разные, поэтому не могу я сказать. Что еще можно сказать про него? Профиль. Это реверс танта, обратная танта с прямыми спусками, видите, прямые спуски на нем. Сталь у него нитрови, твердость стали 59,61 по Роквеллу. Достаточно неплохо, но это ничего особенного. То же самое и во всех ножах
Civivi примерно. Что меня тоже в нем удивило, то что он позиционируется по цене достаточно такой немаленькой, будем так говорить. Сейчас я покажу, как он у меня, как всегда, возьму шортики, как он сидит на кармане. Так, вот, смотрите, достаточно глубокая клипса. Вот он сидит на кармане, достаточно неплохо, вылазит нормально. То есть Civivi делают хорошие клипсы. Клипса такая неоднозначная, как вы видите, она смещена в одну сторону от лезвия. Переставляется с одной стороны на другую сторону. Зацепить темляк можно было через бонку, который там находится, вот смотрите, да, то есть бонку. С этой стороны он непрозрачный, то есть механизм, потому что здесь вот запорный механизм, его сверху не будет видно. И теперь что еще можно сказать? Это базовая версия его, ну хотя в базовой версии совсем у них будет находиться такой более простой пластик, будем так говорить. Здесь он такой полупрозрачный и выглядит достаточно эффектно. У них есть еще ножи точно такие же с накладками из карбона. Также есть очень красивые с черным карбоном, а здесь будет у тебя какая-нибудь там ламинированная сталь, достаточно неплохо будет выглядеть. А также с дамаском, естественно. Ну, ламинированная сталь с дамаском, скорее всего. Очень неплохо сделан на сатин. То есть, смотрите, я покажу поближе сам клиночек. Очень точно вот здесь вот сделано самим дизайнером вот такая вот stone wash сначала, а после этого сделаны прямые спуски. Смотрите. Очень хорошо сделано. В этом отношении он, конечно, хорош и очень прекрасен. Если говорить о ноже, о котором я говорил в прошлом своем выпуске, кто не смотрел, пожалуйста, пересмотрите это про Civivi Biohazard, то этот нож, естественно, потяжелее. Но у него такая тяжесть, что она меня совершенно устраивает. Теперь давайте посмотрим, как он там чего режет. Снова наша любимая веревочка для начала, да. Совершенно четко разрезает, просто у меня он до конца тут не садится, а так, видите, вот, нормально он разрезает веревку. То есть никаких проблем нету. Еще раз повторюсь. Для меня это вообще странно, когда, если нож, который покупался бы только что, он был бы каким-нибудь там нерезучим. Посмотрим, какой он будет в дальнейшем. Ну, я не буду отдельный подкаст делать и показывать, какой он будет дальше. Посмотрим, как он бумажку порежет. Ну, бумажку режет прекрасно, без всяких проблем. То есть все нормально. С остротой у него все нормально. Нож, благо, только куплен. И пользовался я им порядка недели. Что я делал им? Ну, деревяшки не строгал. Продукты резал, естественно, им пробовал. Всякие там тросы здесь резал им. Что-то там еще надрезал. Кончиком, ну, не ковырял, но, в принципе, самим кончиком тоже надрезал. Все нормально получалось, никаких проблем с ним не было. Давайте я его сравню с ножами, тоже Civivi. Ну, вот, прошлый нож, который я делал выпуск. Вот он. Также с моим любимым ножом от Civivi тоже. Вот, ну и еще один нож, тоже от компании Civivi. Вот 4 ножа от Civivi. Будем так говорить снова. Этот для продуктов. Этот нож как боя носить и очень нормальный вообще. Он самый мне выглядит почему-то для меня самый практичным. И практичным он у меня выглядит. Сейчас я скажу в сравнении вот с этим ножом. Почему? Этот нож, ну он просто красавец, типа того, и все его за это уважают.
этим ножом колбаску порезать, что-то даже построгать, и он вообще внушает мне большое доверие до сих пор. Это мой самый любимый нож. Я безумно рад, что я его купил в свое время. Теперь давайте личные ощущения от этого ножа, ребят. Нож, конечно, очень расхвален. Очень вообще там его там в пух и прах расхвалили и говорили, какой он там весь из себя и так далее, ожидаемый. Теперь лично для меня. Смотрите, если я беру вот этот нож в руки, вот, я его взял в руки, видите, под палец у него вот эта вот выемка, здесь вот под палец, если надо, у него есть здесь вот насечка. Чойла, допустим, здесь нет, он очень маленький, но в принципе я вот им могу все, что хочешь резать. Вот он. То есть это нормальный нож. Про этот нож вообще без всякого. Здесь, кстати, вот что у этого ножа, что у этого ножа одинаковый дизайнер, тот же самый Снэк, но философия ножа совершенно другая. Этот нож, повторюсь, просто красавец. Этот нож, он тоже прекрасен, и тоже я совершенно не разочарован покупкой, но дело в том, что если взять, допустим, хозяйственный, у меня стояло бы два ножа, который не соскользнет с руки, который можно стругать, которым можно все делать, я бы взял вот этот вот. Наверное, меня смущает что? Смотрите, рука у меня не очень большая, не очень маленькая, средняя. Вроде бы-то он ложится в руку нормально. Но за счет того, что ручка такая слишком интеллигентная, будем так говорить, выемочка эта очень маленькая, я постоянно ощущаю, что что-то не хватает. И он меня, вот видите где? Вот, прямо по окончанию моей ладони. Если взять этот нож, он прямо как сел в руку и все. То есть я могу пальцем упереть впереди, я могу вот здесь вот иметь это, и тычковые, и резать, и так далее. Я прямо чувствую, что он не соскользнет. Но здесь и ручка другая. Здесь, будем так говорить, этот нож прекрасен, но он прекрасен как, будем так говорить, как интеллигент какой-то. Вот я через какое-то время пойду кушать стейк, я его возьму с собой. А если я пойду строгать деревяшку, я возьму вот этот с собой. Ну, этот я вообще могу взять везде. На любой барбекю-пати, на любой кемпинг и так далее. А этот нож я использовал для нарезки стейка, кушал. Но потом, вот представляете, вот здесь, я это в прошлый раз, кажется, не рассказал, вот эти вот дырочки, если ты будешь там сильно им работать, то он, так как он скелетированный, ты потом, ну, мыть его, конечно, будет потом обалденно трудно. Давайте сделаем итог. Все эти ножи примерно из одинаковой ценовой категории. Все они все равно разные по своей философии. К примеру, даже и здесь мы знаем, что Снэк любит обратный тант, то здесь совершенно разные обратные танты. Здесь он более сверху такой прямой и пошел, а здесь он такой немножко, так сказать, сужается, и тоже обратный танта. И мне он нравится обратный танта, но вот здесь он по хозяйству больше. То есть вот этот нож, он прекрасен, его веса хватает, не так, как здесь, помните, я говорил, ну, веса нету, и многим это нравится, а я ощущаю его в руках игрушкой, хотя сталь у него тоже не игрушка. Теперь давайте насчет стали, которую называют нитрови, которая совершенно не подвержена ржавчине. Я не буду врать, я сразу же вам так скажу. Вот здесь вот у нас сатин, да, здесь вот у нас такое шероховатое все, будем так говорить об этом, да. И, вероятно, когда я там, не знаю, яблоко резал или что я делал, я его до конца не протер один раз. Закрыл его, положил, и на следующий день, сейчас этого нету, я вот здесь вот и здесь вот обнаружил маленькие крапинки ржавчины.
Я такой, блин, это же не трави. Какая ржавчина там может быть? Этого быть не может. Я, конечно, взял кухонную губку, я тут же стер, протер, патины нету. Но осадочек остался. Я даже подумал, блин, надо было бы мне взять с черным, более красивым клинком, а не вот такой. Но я брал его, честно вам скажу, почему. И всем советую. Вот он почему-то для меня смотрится или в таком цвете, или с яркой ручкой. Вот когда акриловая ручка вот такая, и само лезвие вот такое светлое, он смотрится достаточно хорошо. Но чем мне еще может понравиться, вот если взять вот этот или вот даже этот нож, за счет дола они такие, а этот за счет своего вот таких вот вырезов, кажутся таким очень-очень агрессивным, будем так говорить. Этот нож, хоть он и большой, мне он не кажется агрессивным. А этот вообще как будто как милашка. То есть, вытащив его из кармана, порезав что-то, ну, не будет ощущаться, что ты вытащил какой-то мачете и хочешь кого-то зарубить. Ну и ко всему прочему, если так посмотреть, смотрите, по длине клинка, так вот в руках если взять, вроде бы клинок вот здесь вот и здесь как бы одинаковый. Но вот этот вот за счет того, что танта так вот сужается к концу, кажется более таким изящным. Я не могу отрицать, что этот нож мог наделать до шума, наверное, из-за того, что здесь была применена, если я не ошибаюсь, вот система запора вот это вот первый раз. Механика в нем, еще раз повторю, прекрасная. Кто хочет вот такой немножко увеличенный интеллигент, то нож Civivi Vision FG я настоятельно рекомендую. То есть его на каждый день носить и при вытаскивании кого-то не пугать, это прекрасный нож. Он и легкий, и красивый. Пожалуйста, вот насчет этих 4 ножей я бы хотел задать вопрос всем тем, кто смотрит мой канал. Скажите, за какой бы вы нож проголосовали? Какой нож вам больше нравится? И какой нож из этих вот ножей вам не нравится? Для меня механика везде керамическая, везде хорошая. Сравнивать я их не буду сейчас. Но я надеюсь, что вы ответите на какие-то вот такие вот вопросы, какой лучше, какой не лучший. И в следующем видео я еще один нож какой-нибудь сюда положу, а может и нет, а может только эти 4 ножа, и мы сделаем обзор и будем выставлять оценки этим ножам. На данный момент это все. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк этому видео. И спасибо, что зашли на канал. С вами был Вадим и канал «Просто о сложном».